Для шаблонов с четырехугольной областью вписывания бывает недостаточно вписать пользовательскую фотографию в подобие рамки. Для этих случаев в конструкторе шаблонов предусмотрена возможность деформировать область вписывания произвольным образом. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Откроем заготовку нашего шаблона. Материал к данному уроку вы можете скачать под этим видео. В Photoshop у нас создана универсальная структура шаблона. Если ваш шаблон содержит несколько ориентаций, то все действия, которые вы будете производить с одной из ориентаций, необходимо повторять для всех областей вписывания во всех ориентациях создаваемого вами шаблона. Существует важный момент, который необходимо учесть для шаблона с включенным режимом деформации. Так, для области вписывания без включенного режима деформации соотношение сторон и их размеры берутся из фактических размеров области вписывания в родительском документе. При включенной деформации берутся размеры документа внутри смарт-объекта области вписывания. Перейдем в смарт-объект и отредактируем его пропорции, а заодно добавим примерочную пользовательскую фотографию. Для оптимальных результатов на большинстве пользовательских фотографий рекомендуем использовать следующие соотношения сторон. Для горизонтали 4 к 3, для квадрата 1, для вертикали 3 к 4. При включенном режиме деформации крайне важно изменять пропорции смарт-объекта области вписывания в соответствии с условиями вашего шаблона. В противном случае вы получите неудовлетворительный результат. Для этого урока мы будем использовать вертикальную область вписывания, поэтому выставим размеры смарт-объекта 600 на 800 пикселей, чтобы создать соотношение сторон 3 к 4. Теперь мы можем добавить тестовую фотографию и сохранить изменения. В основном PSD документе подгоним размер и позицию области вписывания к реалиям художественной задумки. Процесс создания шаблона типа рамка с деформированной и недеформированной областью вписывания отличается всего одним действием – включением режима деформации. Перечитаем PSD документ. Далее выделим область вписывания и в меню «Слой» выберем пункт «Включить режим деформации». Последует сообщение о том, что режим деформации для данного смарт-объекта успешно включен. Помните, что если вы используете шаблон с несколькими ориентациями, вам следует включить режим деформации для областей вписывания в каждой ориентации. Возвращаемся в Photoshop. Здесь активируем режим деформации, вызвав меню редактирования, в нем вкладку трансформирование и далее пункт деформация. Также вы можете активировать этот режим через инструмент свободное трансформирование, нажав на верхней панели кнопку, включающую режим деформации. Для того, чтобы деформирование области вписывания можно было осуществить проще и удобнее, выберем на панели деформации заготовленных настроек вариант аркой. Теперь деформируем область вписывания в том направлении, в котором это необходимо. Нажимаем на Enter, чтобы применить изменения. Переходим в конструктор шаблонов и перечитываем PSD документ. Теперь попробуем вписать несколько тестовых фотографий. Результат обработки получился удовлетворительным. Спасибо за внимание.